В России стабильно собирают хороший урожай. И это несмотря на то, что погода в некоторых регионах, мягко говоря, не очень. Что еще важно? Важно то, что на прилавках появляется все больше отечественных сортов. Стараются не отставать и производители техники. Вот сейчас подробнее обо всем и расскажем. Далее о технике, которая делает комбайны эффективнее. Производим полный объем, который необходим для рынка России и стран СНГ. О производстве минеральной воды с размахом. За 25 год 146 миллионов продукции. О важности работы в зимнем саду. Где зарождается российское яблоко. Новых видах мороженого. Товарный цех мы заменили на оборудование российского производителя. И о задачах сухого порта. Мы являемся одним из лидеров по экспорту гречихи на юге России. Итак, сначала отправимся в аграрный Краснодарский край. Что посеешь, что и пожнешь. На самом деле у этой поговорки несколько составляющих. Ведь важно, чем пожнешь, чтобы ножи у комбайна не подкачали. И работает это предприятие в Краснодарском крае. И интересно, что у предприятия корни немецкие. Сначала в 2004-м открыли завод в Кемеровской области, а потом и в Краснодарском крае. Поверили, что в России можно делать бизнес успешный. И не менее интересно, что и сейчас немцы продолжают сотрудничать, но у предприятия уже свой российский путь. А в нынешнее время мы уже заслуженно можно сказать, что мы являемся производителями приводов и узлов к системам среза. Чем важна система среза и управляющий ей привод? Представьте, купил фермер дорогущий комбайн, а ножи быстро затупились, убирают спустя рукава или вообще сломались. Пока техника стоит, аграрий вместо тонн зерна подсчитывает убытки. А ведь в Россию, по словам краснодарских производителей, зачастую везут системы сомнительного качества, да и контрафакта много. Но мы с этим боремся, и мы, конечно же, стремимся к тому, чтобы обеспечить высокое качество данной продукции непосредственно уже в России. Экономить на продовольственной безопасности не нужно. Да. А потому завод в Краснодарском крае провел модернизацию, купил станки. Была ли господдержка при приобретении оборудования? Да, мы получили 30% от вложенных средств на компенсацию части затрат, введенного в эксплуатацию оборудования. И не только сделал, а потом долго и упорно испытывал свои приводы, но и теперь производит столько, чтобы обеспечить все заводы в России и СНГ. Мы на сегодняшний день производим более 10 тысяч приводов в год. Наша производственная линия настроена на 12 тысяч приводов в год. Клиенты по всей России. Например, в Ростове-на-Дону Россельмаш производит тракторы и, конечно же, еще с советского времени комбайны. Понятно, что при создании современных машин пригодились зарубежные технологии, но теперь свои коробки передач, мосты, редукторы, приводы для систем среза из соседнего Краснодарского края. Также у нас есть клиенты по всем странам СНГ. И в Киргизии, и в Узбекистане, и в Азербайджане. Более того, мы начали поставку вести даже в Монголию. И здесь хотелось бы поддержки от Российского экспортного центра, а именно получить добровольный сертификат «Сделано в России». Для того, чтобы Российский экспортный центр тоже мог представлять нашу продукцию в различных странах, поэтому мы в ближайшее время будем подавать документы. С сертификатом все проще. И поехать на зарубежную выставку под единым брендом «Сделано в России», и в бизнес-миссию, и разместить свою продукцию в павильоне АПК и на маркетплейсе. Для потенциального покупателя это как знак качества.
Мы через бренд «Сделано в России» продвигаем образ российской продукции. И качественная российская продукция, технологичная российская продукция, инновационная, экологичная российская продукция – это те образы, те характеристики, из которых мы формируем образ «Сделано в России». Мы сейчас разработали кодекс добросовестного участника программы «Сделано в России». Это будет абсолютно добровольная, такая вот корпоративная культура. К приводам системы сбора урожая нужны и свои ножи. Краснодарский завод через 2 года запустит новый цех. А потом наладит производство приводов для беспилотных комбайнов. Умные датчики сами определяют, как лучше собрать урожай. То есть нужно сжать либо там быстрее, либо медленнее, да, то есть повышается эффективность. Привод с мозгами, правильно так говорить, да? Smart Drive. По словам производителей сельхозтехники, скорость конвейеров, инвестиции пока сдерживает падение спроса. В том году отгрузки на внутренний рынок снизились на 21%. Почему? Аграрии не спешат обновлять технику, кредиты дорогие. Центробанк начал снижать ставки. Правительство выделяет еще 2 миллиарда рублей на поддержку лизинга, что должно оживить производство. Кстати, о живом. Заглянем в Ставропольский край. Ставропольский край, январь. Это не повод не снимать эпизод в программе про сельское хозяйство. Вот здесь находится так называемый эталонный сад, можно сказать, родильный дом. И именно сейчас, зимой, здесь происходят важные работы, о которых вы сейчас и узнаете. В саду зарождается российское яблоко. Родители – эти деревья. За их здоровьем следят в лаборатории. Они не цветут, не плодоносят. Их задача пока в зимней спячке иная. Мы сейчас производим срез черенка, из которого будем делать отечественный саженец, из которого через 3 года получится уже наше российское яблоко, которое пойдет на наши российские полки. За год собирают более 2 миллионов черенков. Это самый большой в России маточно-черенковый сад. Потом черенки ждет, так сказать, прививочный кабинет. Кропотливый процесс. Роботу не под силу. Чем бережнее наши работники относятся к питомцам, тем выше приживаемость и больше урожайность у этих саженцев. И яблоки вкуснее от этого. Конечно, вкуснее, краснее, ярче и полезнее. Плюс 1 градус и влажность 90%. В общем, так себе погодка для человека, а для саженцев хорошо в холодильнике, куда они отправляются после прививки в спячку, где пробудут до весны. Интересный момент. Еще 10 лет назад все саженцы были иностранными, а сейчас свои. Мы выращиваем 3,5 миллиона саженцев. Из этих 3,5 миллионов саженцев можно вырастить, заложить 1000 гектаров интенсивного сада. Наша страна по 10 тысяч гектар закладывает. Это очень большое количество. Это, скажем так, ни в Европе таких темпов, ни в Азии, нигде нет. Из 1000 гектаров сада можно получить 60 тысяч тонн яблок. В садах до горизонта не только яблоки. Вишни с черешнями, миндаль, персики, не в диковинку гранаты и хурма с инжиром. Когда 15 лет назад компания начинала, 90% яблок в России были импортными. Через 4 года будут все свои. 80% саженцев уже российские. Их даже экспортируют не только в СНГ, в Италию и Индию. У моих коллег на это уходило десятилетия, мы это сделали за 1 десяток лет. Конечно же, благодаря действующим мерам поддержки от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, также
мы очень благодарны, и что действует еще к этим мерам поддержки наш губернатор и правительство Ставропольского края. Почему здесь и сад этот появился? То есть задача не восстановить утраченное при развале Советского Союза, создать новое. Следующий важнейший этап – селекция, и специалисты появляются. Выпускники наших отечественных вузов, ведущих аграрных, вот они, пожалуйста, здесь сегодня обладают теми компетенциями, которых нам не хватало буквально 10 лет назад. В регионах создаются агроклассы, поддерживают обучение молодежи оборудованием и, самое главное, перспективами трудоустройства – это и многие другие компании. Такая же картина и в главном аграрном вузе – Тимирязевской академии. 550 ребят пришли золотые медалисты. 10 победителей Олимпиад. Это сила, это мощь, это замечательные люди. Это молодые люди, которые нацелены сегодня на позитив, на свое личное развитие, на то, чтобы остаться в отрасли и работать в главной, постоянно востребованной отрасли народного хозяйства. Это уже другие абсолютно мысли, помыслы. И сразу меняется коллектив. И сразу другой становится профессор, и другой становится преподаватель. Сотрудники, например, нужны в Ульяновской области. В частности, там расширяется фабрика, чтобы производить больше лакомства, которые обожают прежде всего дети. На фабрике в Ульяновске есть и молочные реки, и шоколадные берега. И еще множество ингредиентов, чтобы производить в сутки до 18 тонн мороженого. Так сказать, на любой вкус. Все это индивидуально, поэтому пробовать не будем. Точно не будем. Более 100 видов мороженого, и традиционный пломбир в стаканчиках, и шоколадное, и с джемами. Такое наиболее популярное. Самое популярное, конечно, это классический пломбир ванильный, крем-брюле и шоколадный. Такого разнообразия еще лет 8 назад фабрика в себе позволить не могла. Оборудование было старым. Заменили. Российское есть оборудование? Да, у нас еще произошла модернизация в 2018 году варочного цеха. Варочный цех мы заменили на оборудование российского производителя, город Глазов, фирма «Аскон». И одна современная линия производит столько же, как 3 предыдущих. Ну и модернизация не останавливается, как я понимаю. Да, модернизация не останавливается, демонтировали старое оборудование и планируем в течение 4 лет установку 2 новых линий по производству эскимо, по выпуску продукции эскимо. Хотелось бы получить господдержку на виде субсидий на закупку новой линии. В стране в целом, и в Ульяновской области в частности, в которой промпроизводство в том году прибавило более 106%, меры поддержки развиваются. Образовательные программы, социальные и, конечно, финансовые. У нас и региональный фонд развития промышленности очень активно работает. И мы сопровождаем, консультируем наши предприятия, оказываем поддержку при получении финансовых средств из Федерального фонда развития промышленности. На сегодняшний день более 50 миллиардов рублей нам удалось привлечь из федерального фонда. Это новые рабочие места, это новейшее оборудование, которое закупается, ну и, соответственно, дальнейшее развитие производства. В ответ на поддержку предприятия создают новые виды продукции, улучшают качество. На нашем предприятии существует лаборатория, которая контролирует, согласно всем нормативным документам, входное сырье, это обязательный процесс, и готовую продукцию. Расширяют поставки. Ульяновское мороженое едят не только в России, а еще в Казахстане, и это пока. Планируется Узбекистан, Республика Беларусь, то есть ведутся переговоры активно. Вот. Что касается по продаже мороженого на внутреннем рынке, сейчас мы продаем более чем в 25 регионах нашей страны мороженое. Вот. Работаем с крупными федеральными сетями.
Далее вы увидите, как построил свою работу, закупил оборудование экспортер со стажем в одном из городов, где из-под земли бьют минеральные воды. На какой еще завод может вести минералопровод длиной 11 километров? Прямо от источника к цеха. Мы в Кисловодске, где производят далеко известную за пределами России минеральную воду. История завода насчитывает уже 132 года. Правда, изначально он был в другой части Кисловодска. Когда настало время расширяться, его перенесли, а от скважины перебросили тот самый минералопровод. Есть скважина и на территории современного предприятия, плюс воду привозят от других источников. Основные продукты нашей компании – это нарзан, это Ессентуки-4, Ессентуки-17, Архыз, торговая марка Горджи, а также питьевые воды «Родные озера» и «Ледяная жемчужина». Путь воды напоминает шумный парад, когда стройными рядами стеклянные и пластиковые бутылки идут по конвейеру, и парк аттракционов, когда тару моют и разливают в нее минералку. Оборудование современное. Представьте, эта производственная линия выдает до 12 тысяч полуторалитровых бутылок не в день, а в час, что не предел. Например, здесь бутылки меньше, скорость выше, до 22 тысяч бутылок в час. Объемы, конечно, зависят от спроса. Наша площадка вот здесь, на Арзане, произвела за 25 год 146 миллионов продукции. Рост есть определенный? Рост есть. Есть рост порядка 10% от 2024 года. В основном оборудование зарубежное. Но в прошлом году провели модернизацию и... Мы запустили вот новую линию БЭТ, которая уже является как бы нашим первым шагом в процессе пробного импортозамещения по оборудованию. Часть оборудования на этой линии уже отечественная. Понятно, это не 100%, Москва не сразу строилась, но уже первые шаги делаются. Такая лояльность завода – хорошая возможность для российских производителей оборудования быстро подтянуть качество. Тем более потенциальный клиент – холдинг. А площадки они где находятся? Локации разные. Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Черкес. 5 производственных площадок. Холдинг «Аква» владеет 27 минеральными скважинами минеральной воды. Растут инвестиции в производство. Нематериальные, то есть в людей. У нас есть институт наставничества, мы работаем с вузами. И вложения материальные. Если в 2024 году порядка 400 миллионов, то в прошлом году уже порядка свыше 550 миллионов. Кроме того, отдельно финансируется такая немаловажная вещь, как гидроминеральная база. Идет отдельное инвестирование, порядка за 2024-2025 год 320 миллионов, если память не изменяет. В развитии есть и поддержка государства. Например, в закупке оборудования на льготных условиях. Кроме того, государство помогает нам с продвижением нашего продукта на зарубежные рынки. Это российский экспортный центр и агроэкспорт. 2 компании, которые реально помогают. Вкус кавказских минеральных вод знают, конечно, не только в России. Поставки идут в 23 страны. Например, в Китай, Таиланд, в Объединенные Арабские Эмираты. Что ж, мы в плане вкуса тоже отставать не будем. Устроим небольшую дегустацию, так сказать, лечебные водные процедуры. То есть, несмотря на внешнее давление недружественных стран, экспорт развивается. Все больше компаний тому пример. И в помощь, в частности, аграриям, создается необходимая инфраструктура.
Одно дело произвести продукцию, а другое дело ее продать, доставить заказчику. В Краснодаре мы приехали в сухой порт. Так называется не просто склад не у воды. Это транспортно-логистический центр, откуда продукция идет в том числе и на экспорт. В чем же преимущество, мы сейчас и узнаем. С 2021 года компания закупает и экспортирует зерновые культуры, занимается перевалкой. Мы работаем напрямую с сельхозтоваропроизводителями. Мы закупаем лен, горох, ячмень, гречиху. Это совершенно новый продукт сейчас для экспорта из России, который ставит новые рекорды. Мы являемся одним из лидеров по экспорту гречихи на юге России. Вот гречиха как раз за нашей спиной. Да. Что мы сейчас видим, это как раз новая партия, которая у нас будет уходить в Китай. Но не стоит думать, что работа только в том и состоит, чтобы закупить и перегрузить зерно в контейнер. Его очищают, лаборатория контролирует качество, плюс компания готовит сопроводительные документы, чтобы полезные культуры доехали уж наверняка. Каждый месяц мы отправляем более 1000 тонн продукции. Общая вместимость склада более 5000 тонн. Мы можем работать сразу по 3 окнам по загрузке, что дает нам высокую скорость по загрузке контейнеров на экспорт. Логистика здесь удобная. Рядом трасса М4 Дон. Рукой подать до портов Азовского и Черного морей, да и напрямую по железной дороге можно отвезти товар. Путь в Китай занимает около 30 дней. Также в этом году мы планируем через сухой порт Краснодар высылать партии на Азербайджан и Грузию. В планах расширение, вторая очередь склада. Все-таки объемы экспорта растут, и здесь снова уместно вспомнить о поддержке. Во-первых, это платформа «Мой экспорт», на которой мы работаем каждый день. Также мы пользуемся активной поддержкой по банковской гарантии от Росэксимбанка. Также мы посещаем крупные выставки. Мы были на выставке в Китае, в Индии, в Турции. Без российского экспортного центра выйти на такой уровень было бы очень проблематично. По данным Минсельхоза, российская продукция АПК поставляется в 160 стран. Ее регулярно можно увидеть на фестивалях, ярмарках, сделано в России и за рубежом, многочисленных выставках, география которых, как и экспорта, расширяется. Мы все больше и больше начинаем экспортировать продукцию большего передела, высокого передела. Например, мы ушли в сегмент готового продовольствия, и узнаваемость продукции, переработанной пищевой продукции России на многих рынках, во-первых, уже стало таким трендом безальтернативным, и, во-вторых, мы действительно имеем уже стабильные экспортные контракты на поставки ракообразных и переработанной мясной продукции, не просто мясо, а переработанной мясной продукции, молочной продукции, шоколад, мороженое, кондитерские изделия и так далее. Помогает бизнесу уверенно стоять на ногах и другое направление – фермы под ключ. Спрос со стороны российских аграриев растет. Мы осуществляем полный цикл от проектирования, строительства, оснащения и ведения сервиса ферм. А статистика там, сколько было уже построено ферм? По статистике полностью построено более 20 корпусов. Корпуса разные в вместимостью от 400 до 1000 голов. Новые проекты, рабочие места и возможность российским производителям оборудования найти клиентов. Есть некоторые моменты, которые еще мы закупаем из-за рубежа, но в настоящий момент оснащение фермы – это 95% российского оборудования. С прошлого года реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это и технологии, семена, селекция, племенной скот. На российские цифровые технологии до 30 года должны перейти 80% предприятий.
Компаниям, конечно, нужна поддержка, чтобы агропром становился самодостаточным. Сложный путь, но дорогу осилит идущий.